Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в гости к нам летит. А еще весной активизируются садисты-садоводы, сами знаете. И на каждом подоконнике начинает зеленеть она. Ее величество рассада. Ее холят и лелеют, поливают, пересаживают, удобряют, поворачивают к солнцу. И вот когда наступает момент переезда рассады из квартиры в сад, начинаются мучения. Как ее перенести, чтобы ни один драгоценный листик не помялся? Замечательно, если есть машина, и можно всю эту красоту легко и просто перевести. Но нашу семью уже не первый год выручает специальная сумка. Свою первую сумку я шила из рабочей спецовки. Вам даю идею. Нашла рабочий халат. Вот уж несколько лет он лежит без дела. Халат – это халат. Это длинная история. А нам удобнее работать в курточке. Я прикинула, что и его можно спокойно укоротить. Намечаем линии отреза. Сумка будет примерно 36 сантиметров высотой. Подол халата подогнут, низ обработан. Это очень хорошо. Этот шов мы будем использовать в работе. Отмеряем 37 сантиметров и отрезаем. Полученная деталь была сшита по спинке. Этот шов мы аккуратно распарываем. Самое главное – то, что есть уже обработанная полочка. Рассаду мы выращиваем в таких ящиках. И сумку буду шить по его размерам. Прикидываем, хватит ли нам длины. Письменность появилась у древних людей вместе с необходимостью подписывать горшки с рассадой, чтобы весной не перепутать. Я решила не трогать верхнюю часть этого халата, а оставшиеся детали выкроила из другой ткани. Для донышка использую старые брюки. Просто из штанины вырежу прямоугольник нужного размера. Итак, какие детали у нас получились? 2 боковые детали, донышко. А для ручек сумки я решила использовать уже готовые джинсовые ремешки. Я их спорола со старых джинсов. И 2 детали обтачки еще понадобятся. К короткому срезу боковой детали, с той стороны, где мы распарывали центральный шов, нам надо подшить обтачки. Готовим к работе нашу красавицу Юнику от компании Effective. На шпульку намотаем нитку. Все это делается легко и просто, буквально одним нажатием кнопочки. Машинка сама останавливается, а чтобы обрезать нитку, на механизме намотки есть специальный обрезчик. Также легко и просто заправляем нижнюю нить, а потом заправляем верхнюю нить. После этого подшиваем обтачки. Можно обойтись и без них. Смотрите сами по своим размерам. Просто у меня кусок ткани получился коротковатый. Работаю я без педали, просто нажимаю на кнопочки. Когда я прихожу на дачу, смотрю на соседские участки и всегда думаю, это же как надо разочароваться в любви, чтобы окошко дачного сортира выпиливать в виде сердечка. Для дальнейшей работы нам надо обработать застежку. Будем обметывать петли пуговиц. Для этого уберем стандартную лапку и установим лапку для петель. В нее вставим пуговицу и поставим лапку на место. На детали сумки наметим места, где будут пуговицы. На швейной машинке, нажимая на стрелочки, выберем нужный нам вид петли, а всего их на этой машинке 9. На экране загорается подсказка. Надо опустить ограничитель для петли. Машинка готова к работе.
Опускаем иголку, опускаем лапку, нажимаем на кнопку. Машинка шьет сама. Жизнь дачника – это постоянная борьба с соседскими детьми, которые считают его огород своим, и со своими детьми, которые считают его чужим. Когда она остановится, нажимаем кнопку обрезка нитей. И также прометываем и другие петли. А теперь нам надо пришить ручки. На боковых деталях сумки находим середину и на равном расстоянии от нее рисуем наметки. Наши джинсовые ремни сначала пришиваем так, чтобы они смотрели вниз. Потом отгибаем наверх и прошиваем таким конвертиком. После того, как ручки пришиты, будем присоединять донышко. Для удобства можно его немного закруглить. Находим середины, низа боковых деталей и середины длинных сторон донышка. Совмещаем их и закалываем. Обратите внимание на боковые стороны. Надо, чтобы детали с петлями при выворачивании были сверху. И остается только проложить строчку. Строчку проложили, внутренние открытые края можно обработать зигзагом. Прорежем петли. Чтобы не прорезать лишнее, в начало петли воткнем иголочку и аккуратно разрежем петлю. Останется только пришить пуговицы. Сумка готова. Вы видите, она с двух сторон застегивается на пуговицы. А теперь самое главное, для чего она нужна и как ей пользоваться. Когда рассада подрастет, вы сумку расстегиваете, в нее ставите ящик с рассадой, потом пуговицы застегиваете, поднимаете края сумки, и эту драгоценную рассаду можно спокойно переносить. Листья не помнутся. А когда прибыли на место, боковые застежки расстегиваете, и вуаля, лопату в руки, и всем хороших урожаев. Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, удобрения, средства от вредителей, рассаду, инструменты, машину, бензин и наслаждайся бесплатными овощами и фруктами собственной дачи. Я уже говорила, что когда-то давно тоже шила такую сумку, но в нее мы сделали вкладное дно из фанеры. Это очень удобно, потому что не всегда рассаду выращиваем в специальных ящиках. Ну и, конечно, я ведь не могла просто выкинуть верхнюю часть рабочего халата. Я его подогнула и подшила на швейной машинке. Получилась очень удобная рабочая курточка. В общем, к садово-огородному сезону будь готов, всегда готов. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить мои новые видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!